Нет ни одного человека, у которого бы не было имени. Имя дается человеку без его согласия и ведома. Вслушиваясь в музыку имени, не однажды задумывались люди о том, можно ли по нему определить свою судьбу, узнать то, что предрекает человеку его имя. Я предлагаю вам на практике включиться в анализ собственного имени и своей судьбы, посмотреть на себя в контексте своих близких связей земного окружения, а также сознание себя важной составляющей мироздания. Мне мое имя в жизни помогает, оно как будто обо мне все знает, и как мне жить, и даже во что верить, и жизнь свою какою мерой мерить. Влияние космоса является универсальной причиной. Его действие на индивидуум зависит прежде всего от расположения светил в момент рождения. Марен де Вильфранги. Положение светил в час рождения – это расположение планет определяет характер, способности и всю дальнейшую судьбу человека. Изучает это генетурная астрология. Гороскоп человека, составленный в момент его рождения, представляет собой натальная карта. Для определения дня, даты и времени рождения, которые будут необходимы для составления натальной карты человека, астрология использует числа, а также характеристики планет. Планеты в современной астрологии характеризуются как Солнце – яркость, энергия, счастье, полнота ощущений. Луна – эмоции, душа, подсознание. Меркурий – ум, речь, подвижность, интеллект. Венера – любовь, обаяние, деньги. Марс – активность, смелость, инициатива. Юпитер – авторитет, дары, блестящие возможности. Сатурн – карма, долг, ответственность. Уран – свобода, новизна, озарение. Нептун – подсознание, идеализм, мистика, тайна, вера, иллюзии. Плутон или вулкан – скрытые резервы. А теперь поговорим о именах. Имя Александр. Самое лучшее для Александра – это простота, уверенно делать свое дело и не обращать внимания на то, что люди воспринимают его как самого обыкновенного человека. Это и будет настоящей силой характера, что рано или поздно оценят окружающие. Однако не стоит размениваться на мелочи, наметив для себя действительно достойные цели. В этом случае у Александра есть все шансы добиться успеха практически в любой области. В общении с Александром, родившимся в феврале, хорошо не забывать о его врожденной готовности к лидерству. Даже если перед вами не реализовавшийся, закомплексованный Александр, попробуйте поговорить с ним о той сфере деятельности, где он сумел достичь каких-то успехов. Это расположит его к беседе. Когда вы признаете его компетентность в знакомой ему области, он, скорее всего, с пониманием воспримет и вашу точку зрения. Ипполит. Именем Ипполит нельзя нарекать ребенка, родившегося в год лошади, потому что это имя переводится так – распрягающий лошадей. Назовете ребенка Ипполитом, он ни одного дела не доведет до конца. Подходящие имена для мальчика в год лошади – имя Иван – Бог милует, Макар – счастливый, Федор – Божий дар. Подходящие имена для девочек в год лошади – Анна – милость, Ольга – святая, Ирина – мир, покой. Имя Макар – счастливый. Этот мужчина не торопится с выводами и поэтому не допускает серьезных ошибок. Он гостеприимен, но сам ходить в гости не любит. У Макара, родившегося в феврале, хорошо складываются отношения с женщинами по имени Анна, Евгения, Елена и Ольга. Неудачно с Ириной, Олесей и Ингой. Геннадий. Этот человек обидчив, на критические замечания реагирует болезненно, любит красиво приврать, может зазнаться от похвал. В семейной жизни ценит уют и комфорт, любит сидеть за хорошо сервированным столом. Будущую спутницу жизни выбирает особенно тщательно, требует от жены обязательного выполнения разнообразных капризов и прихотей. Если жена согласится на такой компромисс, то жизнь супругов будет не такой уж плохой. Геннадий, родившийся в феврале,
очень хороший спутник жизни. Он будет добиваться успехов по службе, оказывать помощь по дому, не будет пропадать после работы с друзьями. Валентина – это женская форма имени Валентин. В переводе с латыни означает «здоровая». С раннего детства в ней заметна доброта. Она способна поделиться с близкими всем, что у нее есть. Она может этим создать себе дополнительные трудности, но воспримет это как само собой разумеющееся. За свое бескорыстие она не ждет благодарности и делает это, потому что не может оставаться равнодушной к чужой беде. Эта женщина вспыльчива, может поссориться с близкой подругой, но через несколько минут уже готова мириться. Ее нрав чем-то похож на изменчивое весеннее солнце. Близкие люди, хорошо знающие ее мягкий и отходчивый характер, без обиды прощают эти мимолетные всплески эмоций. Валентина, родившаяся в феврале, отличается отличным здоровьем и долголетием. Всеволод. Он имеет весьма широкий круг интересов, любознателен. Талисман этого имени – кит, цвет стальной, камень сердолик. Это имя лучше всего подходит людям, родившимся под знаками рыб, водолея и девы. Гармоничные отношения складываются у Всеволода с женщинами по имени Вера, Вероника, Клавдия, Полина, Элеонора. Придется потрудиться, строя отношения с женщинами по имени Алла, Евгения, Марина, Оксана, Римма, Светлана, Сусанна и Жанна. Всеволод, родившийся в феврале, склонен к обострению отношений и стремится подчинить людей своей воле. Он не очень доверчив, всегда настаивает на своем способе решения вопроса и старается не прибегать к чужой помощи. Алексей. Пусть имя и не зовет своего обладателя к лидерству, оно все же весьма надежно укрывает человека от всевозможных неприятностей. Гораздо большую роль в судьбе Алексея играет воспитание и та среда, в которой он вырастает. Многие родители, называя так своего ребенка, делают это в порыве родительской заботы, интуитивно или осознанно ощущая нейтральность имени. В самом деле, этот человек вписывается практически в любой коллектив, не вызывая отторжения, однако далеко не всегда все происходит гладко, особенно если у Алексея чрезмерно развитое честолюбие. С одной стороны, совсем лишенный честолюбивых устремлений, Алексей рискует превратиться в ужасающе ленивую личность. С другой же, при неумеренном развитии этого качества может произойти внутренний конфликт, способный провоцировать всевозможные внештатные ситуации. Алексей, родившийся в феврале, отмечается спокойствием и уверенностью. Он не стремится к лидерству, но и не позволит руководству и коллегам сесть ему на шею. Зоя. Эта женщина обладает способностью сразу различать хороших и плохих людей. Для нее разговоры окружающих о близком человеке не имеют никакого значения. Она не верит слухам. В первую очередь она доверяет своему внутреннему чувству и интуиции. Зоя – преданная жена, любящая мать, которая способна улавливать малейшие изменения в душевном состоянии близкого человека. У нее мало конфликтов с мужем и близкими. Она долгие годы поддерживает хорошие отношения с коллегами по работе и соседями. Зоя, родившаяся в феврале, не слишком заботится о своей фигуре и не ограничивает себя в еде. Она много болеет, но не мнительно, стойко переносит свои недуги. Имя Арсений в переводе с древнегреческого означает «мужественный». Святой покровитель имени преподобный Арсений Камельский. Арсений добр по характеру, обычно он никому не причиняет хлопот. Это человек неконфликтный, общительный, но другом назовет не каждого. Он раним и чувствителен, любит животных, держит в доме собак, но ленится ухаживать за ними. Арсений, родившийся в феврале, стремится к тому, чтобы сделать только то, что ему нравится, а для этого может и приврать. Он часто попадает в нелепые двусмысленные ситуации, которые сам же и создает. Кристина. Имя имеет греческое происхождение, означает «христианка, посвященная Богу».
Это подвижная, сообразительная, жизнелюбивая женщина, которая обладает прекрасной памятью. Иногда производит впечатление застенчивой, даже робкой, но на самом деле Кристина просто наблюдает, слушает и все запоминает. В компании ведет себя свободно и быстро сходится с незнакомыми людьми. Она весьма болезненно реагирует на замечания в свой адрес, зато от комплиментов может вконец растаять. Кристина, родившаяся в феврале, считает, что ее работа всегда достойна наград и признания. Она способна использовать активность и деятельность других в свою пользу. Илья. Этот человек получил свое имя в честь ветхозаветного Ильи Пророка, пламенного ревнителя истинной веры и благочестия. С древнееврейского это имя переводится как «сила Божья». Мужчина с этим именем очень хозяйственный человек, который охотно помогает вначале родителям, а затем жене во всех домашних делах. Илья, родившийся в марте, очень неразборчив в выборе друзей и легко поддается дурному влиянию. Поэтому ему и особенно его семье следует обратить особое внимание на круг его знакомых. Имя Роман. Оно происходит от латинского слова «романус» – римлянин. Роман не терпит в жизни однообразия. Он часто никак не может решиться, чем именно ему стоит заниматься сейчас, учиться или может работать. Мужчина с таким именем часто чем-нибудь увлекается, загорается новой идеей и пытается немедленно увлечь ею всех окружающих и дома, и на работе. Роман, родившийся в марте, в детстве много болеет, поэтому родителям надо тщательно следить за его здоровьем. Из-за этого он зачастую не очень хорошо учится в школе, но, как правило, это не влияет на его дальнейшую карьеру. Виктор в переводе с греческого имя означает «победитель». В детстве Виктор растет доверчивым ребенком. В его памяти легко откладывается все то, что говорят ему взрослые, но узнав об обмане, он сильно расстраивается, но он не злопамятен, быстро забывает обиды и доверяет взрослым по-прежнему. Виктор – ребенок, и легко и быстро всему он учится. Как правило, человек с этим именем предпочитает выбирать занятия, связанные с работой руками, с чем-то конкретным и осязаемым. Для него подойдут профессии электрика, водителя, резчика по дереву или печатника. Виктор, родившийся в марте, борец за справедливость, часто, узнав о неправильном с его точки зрения поступке кого-то из друзей или близких, он долго взывает к их совести и благоразумию. Этот человек способен долго помнить о таких поступках и часто напоминать о них. Василиса. Эта женщина настоящий дипломат. Она не обидчива и не будет лезть на рожон, не соглашаясь с чем-то с мужем. Василиса нелегко сходится с незнакомыми людьми, но глубоко переживает их отчуждение. Есть в ней одно неоценимое качество – искренняя, бескорыстная участливость. Если уж Василиса взялась вызволить человека из беды, она сделает это непременно. У Василисы, родившейся в феврале, существует внутренняя потребность восстанавливать справедливость, однако выдержать ее альтруистические побуждения бывает нелегко. Имя Георгий. В нем таится склонность к честолюбию, возможно, даже к некоторому высокомерию, однако оно намекает своему хозяину о чреватости такого возвышения над людьми. Есть у этого имени характерная особенность. У окружающих невольно возникает ассоциация «победоносец». А раз так, то, потерпев поражение или отступив от трудностей, Георгий может небезосновательно опасаться насмешки. Георгий, родившийся в феврале, отличается упорством, старательностью и аккуратностью. Ему хорошо подойдет профессия ювелира, стоматолога, архитектора.
Имя Екатерина. Эта женщина склонна верить астральным прогнозам. Она обладает нерешительным характером и испытывает внутреннее беспокойство и тревогу по самым незначительным поводам. Она может совершать непредсказуемые поступки, и ей нужен муж, который дал бы ей чувство уверенности в себе. Хозяйственными делами занимается по необходимости. Не всегда удается ей правильно воспитывать детей. Возле Екатерины постоянно находится много поклонников, но замуж она долго не выходит. Ищет человека, близкого ей по психологическому складу. Екатерина, родившаяся в феврале, не обладает крепким здоровьем и зависима от психологического состояния. Она легко поддается стрессу, ее нервная система нестабильна. Она быстро утомляется, ей необходимы продолжительный сон и отдых. Тимофей. Внешне этот человек спокоен, в общении ровен со всеми, добрый, обид долго не помнит, даже умеет сразу не реагировать на конфликт. Эмоционально разряжается он в кругу близких. С женщинами этот мужчина мягок, нежен, ласков, но считает их существами не столь уж положительными. Темперамент у него скорее слабый, но Тимофей считает себя вполне нормальным. Иногда его жена испытывает проблемы по этому поводу, но Тимофей считает обиженной стороной себя. Брак будет достаточно прочным как при ярком проявлении чувств Тимофея, так и при сильной эмоциональной связи. Тимофею, родившемуся в феврале, для крепкого брака необходимо, чтобы у него с избранницей был общий круг друзей, большие совместные деятельности. Очень хорошо, если у Тимофея с женой будет одна профессия или общая работа. Серьезной проблемой может стать большая разница в уровне культуры и воспитания. Григорий. Скорее всего, судьба у этого человека будет непростой, особенно если он не сможет совладать со своей горячностью. Его дерзость почти наверняка обеспечит ему на пути немало препятствий, однако она же в сочетании с самоуверенностью и честолюбивыми устремлениями иногда способна вознести его до головокружительных высот. Впрочем, у многих Григориев эта горячность с возрастом несколько сглаживается. У Григория, родившегося в феврале, такие же проблемы могут возникнуть в отношении с женщинами и в семейной жизни. Выход из положения здесь может быть только один. Раз уж имя мало склоняет своего владельца к мягкости, то не лишнее ему поучиться более легкому отношению к жизни и к самому себе. Если Григорий откроет в себе способность по-доброму посмеиваться над самим собой, его шансы на нормальную судьбу и успех в делах резко возрастут. Иосиф. Это имя не обладает излишней твердостью. По своей энергетике оно довольно спокойно, однако в нем чувствуется значительная сила, похожая на силу морской волны, неторопливо накатывающая на гранитный берег и методично превращающая непобедимую скалу в песок. Иосиф обычно умеет ждать, он никуда не спешит, как будто впереди у него вечность. Причина в том, что основная сила его направлена на преодоление какого-либо препятствия и предполагает склонность к недовольству. Другое дело, что уравновешенный Иосиф обычно не торопится излить свое недовольство, однако при этом и не накапливает негативные эмоции, направляя свою энергию на постепенное продвижение к цели. Иосиф, родившийся в феврале, очень настойчив и вряд ли легко отступит от своего. Вместе с тем он не злоблив и даже в спорах предпочитает спокойно отстаивать свои убеждения. Степан. Скорее всего, ребенок с таким именем в детстве будет испытывать много неудобств. Значительную роль в этом играет его кажущаяся простонародность. Впрочем, едва ли дело у этого человека дойдет до ущемленного самолюбия. Его имя несет в себе еще и склонность к некоторой бесшабашности и веселости. Оно совершенно не предполагает значительного накопления напряжения, а значит, в характере Степана могут проявиться
такие полезные качества, как незлобивость, отходчивость. Степан, родившийся в феврале, встретив на своем пути значительную преграду, не будет слишком долго переживать. Николай. Этот мужчина способен многие работы по благоустройству своего дома выполнять самостоятельно. Помогает жене в уборке, ходит за покупками. Очень любит детей, балует их, потакает прихотям и капризам. Николаю надо быть осторожным с алкоголем. Негативное влияние алкогольных излишеств на здоровье здесь проявляется сильнее, чем у других имен. Николаю, родившемуся в феврале, удастся построить благополучную семью с Акулиной, Анной, Дарьей, Зинаидой, Зоей, Ларисой, Любовью, с Алевтиной, Аллой, Валентиной, Галиной, Евгенией, Екатериной, Еленой, Елизаветой, Инной, Людмилой, Мариной, Ольгой, Олесей и Юлией отношения складываются менее счастливо. Имя Владимир. Это имя предполагает в своем владельце широту души и благородство. По звучанию оно начисто лишено агрессивности, склоняя человека к проявлению спокойной силы, уверенности в себе, к общительности и доброте. Часто все это делает Владимира весьма уважаемым человеком в своем кругу. Он охотно поддержит разговор, поможет советам, нередко к нему обращаются с просьбами разрешить какой-нибудь конфликт или спор. Удивительно, что, получив столь широкое распространение, имя Владимир не потеряло своей силы, не затерлось от частоты употребления. Быть может, это связано с тем, что энергия этого имени – энергия любви и уважения, а само оно уходит корнями в глубокое прошлое, с ее былинами и сказками. Владимир, родившийся в феврале, идеальный арбитр для разрешения споров, честный, справедливый, старающийся найти компромисс для всех заинтересованных сторон. Борис. Семья для этого человека – тихая гавань, тыл, где он набирает сил для реализации своих честолюбивых замыслов. Но и дома его редко застанешь у телевизора. Принести жене чашечку кофе, помочь по дому, проверить уроки детей – для Бориса своеобразный отдых. Напряженный труд часто приводит этого вспыльчивого человека к нервному срыву. Он может закончиться пристрастием к спиртному. Борисы с отчеством Николаевич, Яковлевич, Олегович, Дмитриевич, Станиславович, рожденные в зимние месяцы, относятся к сложным натурам. Евгений. Больше всего в женщине этот человек ценит душевную чистоту, считает, что в каждой женщине скрыта тайна, которую он и пытается разгадать. Этот мужчина – примерный семьянин. Он делает любую работу по дому, ходит по магазинам. Он всячески избегает ссор и конфликтов с близкими. Вопрос лидерства в семье его не волнует. Но такое поведение объясняется больше терпимостью Евгения, а не бесхарактерностью. Между тем, Евгений – это человек, который всегда играет в свою игру. Он всегда готов изменить правила игры по своему желанию, никого не ставя в известность. Для многих партнеров Евгения такая новость будет неприятным открытием. Евгений, родившийся в январе, внимателен к близким, в трудные минуты будет рядом и может оказать необходимую помощь, поддержку. Любит возиться с детьми, не только со своими, но и с чужими. Антонина. Это имя происходит от мужского имени Антон, которое было родовым римским именем и означает «вступающая в бой». Это имя содержит в себе как бы два имени – Тоня и Нина. Называя дочку Тоней, родители прививают ей приветливость, веселость, добродушие. Но чем старше она становится, тем сильнее сопротивляется вторая часть ее имени – Нина, несущая властность и расчетливость. Антонина обладает склонностью руководить и командовать. Ей нравится быть воспитательницей для самых маленьких детей
и они ей с удовольствием подчиняются. Эта женщина ответственна и упорна. Часто она выбирает профессию учителя, воспитателя, врача, портнихи. Антонина, родившаяся в январе, обладает неплохими организаторскими способностями, хотя в должности руководителя у нее могут проявляться деспотические черты. Анатолий – этот человек справедлив, никогда не обидит сгоряча. Если он руководит людьми, то при этом не допустит унижения человеческого достоинства. Анатолий рассудителен, уравновешен, умеет завоевывать доверие женщин. Ему больше нравятся блондинки. Хорошие отношения с родителями жены устанавливаются сразу, а с тестем они становятся хорошими друзьями. Анатолию, родившемуся в январе, лучше находиться подальше от рюмки, так как ни к чему хорошему его общение с алкоголем не приводит. В состоянии опьянения он теряет над собой контроль, начинает грубить и может попасть в очень неприятную историю. Виталий – так называют мальчика, если в семье умирают дети во младенчестве. Имя происходит от латинского слова «vitalis», означает «жизненный». Он ласков, послушен, всегда старается быть поближе к матери, если он младший в семье, но с опаской относится к старшим братьям и сестрам. В обществе более младших по возрасту, чем он сам, уверенно возьмет на себя роль заботливого и доброго покровителя. Виталий прилежен, умеет освоиться в незнакомой обстановке. Он умен, целеустремлен, до некоторой степени упрям. Этот человек интересуется музыкой, шахматами. В азартных играх он равнодушен, но может составить компанию для игры в карты. Может завести породистую собаку и участвовать в выставках. Среди увлечений может быть и автомобиль, которому Виталий будет посвящать очень много времени. С удовольствием будет сам заниматься ремонтом машины. В Виталии, родившиеся в январе, преобладает склонность к технической деятельности и точным наукам. Он будет хорошим инженером, конструктором, учителем математики или физики. Татьяна. Эта женщина большое внимание уделяет внешнему виду, тратит много денег на наряды. В старшем возрасте она становится более терпимой, а семейные отношения занимают главное место в ее жизни. Татьяна – любительница домашних заготовок, консервирования. Она весьма запаслива. В семье часто выступает инициатором ремонта, переделок, перестановки мебели. Не любит жаловаться подружкам на жизнь. Ревнива, но упрямо скрывает свою ревность. Не выносит однообразия, ее страсть – дальние поездки, путешествия. Среди всех Татьян самая спокойная с отчеством Михайловна, одаренная и тоже довольно спокойная Владимировна, очень спокойная Николаевна. Татьяна, родившаяся в январе, отличается страстью к обустройству и красоте своего дома. Все в нем должно быть на высшем уровне. Яков. Этот мужчина легко может посмеяться и над собой, и над другими, но очень редко применяет это качество как оружие для насмешек. Иногда он становится вспыльчивым, тем не менее, ему не будет трудно первым пойти на примирение. Женщинам едва ли стоит надеяться на особую привязанность Якова к ним. В семье он вряд ли потерпит решающую роль жены, хотя из соображений удобства способен сыграть роль подкаблучника. Но это всего лишь роль, за которой легко можно разглядеть человека, для которого высшие приоритеты – это приоритеты его желаний. Якова, родившегося в январе, вряд ли способна увлечь честолюбивые мечты о карьере. Честолюбие здесь легко уступит место заботам о благосостоянии. Нина. Получив специальность, эта женщина становится особенно ответственным работником, пунктуально исполняющим любое задание. Для Нины, обладающей множеством положительных качеств, не составляет труда найти себя у мужья хорошего человека. Эта женщина стремится сделать свою семью идеальной и в своем
стремлении проявляет иногда слишком много усердия и настырности. Дети начинают страдать от того, что кроме хорошей учебы от них требуется посещать всевозможные кружки и секции. Нина, родившаяся в январе, может быть расположена к полноте. После первых родов ей надо ограничить себя в еде. Эта женщина вынослива, она постоянно заботится о своем здоровье, но никогда не жалуется на него. Елена. Это имя греческого происхождения означает «избранная», «светлая». Эта женщина держится немного замкнуто, живет своим внутренним миром. Она очень доверчива, но если кто воспользуется этим качеством, обманет ее, то Елена непременно накажет обманщика, проявив при этом незаурядную изобретательность. Доброта Елены не носит активного характера. Она может подобрать на улице бездомного щенка, принести его домой, но если ее родители потребуют избавиться от этого грязного чудовища, не проявит твердости и подчинится. Елена, родившаяся в январе, характером больше похожа на отца. При более близком знакомстве можно увидеть в ней жизнерадостную эмоциональную натуру с богатой фантазией. Наибольших успехов она добивается в профессиях, где требуется умение общаться с людьми. Максим. Он буквально пропитан честолюбивыми устремлениями. Причем это воздействие отмечается во всех главных пунктах. Гордость и честолюбие хороши в меру, и потому было бы неплохо, чтобы в процессе воспитания эти черты у Максима были уравновешены. Положительная энергия имени способна обеспечить ему расположенность окружающих, а завидная энергичность позволит добиться хороших успехов в карьере. Очень часто гордость наталкивается на сопротивление людей, и не исключено, что у Максима однажды не хватит сил отстоять свое достоинство. Он может сломаться, и если это произойдет, то громкое имя будет только еще больше угнетать его самолюбие. Он рискует потерять уверенность, впадет в депрессию, и удача отвернется от него. Максим, родившийся в январе, часто находит сильных покровителей, позволяющих ему избежать проблем и сложностей. Правда, при этом он теряет самостоятельность. Ксения. Это целеустремленная и достаточно независимая женщина. С возрастом это, скорее всего, приведет к острому конфликту отцов и детей. С малых лет она довольно трудно поддается влиянию, и ей гораздо проще будет объяснить необходимость тех или иных дел, чем заставлять сделать их силой. Наиболее же благоприятно это привить девочке какие-либо интересы. Ксения, родившаяся в январе, это именно тот случай, когда вся энергия может отдаваться одной главной цели, будь то игра, работа, учеба или конфликт. Правда, когда ее интерес переключается на что-либо иное, она может и забыть о старых делах и проблемах, с головой погрузиться в новые. Федор, это имя не зовет своего хозяина в бой, не увлекает в заоблачные высоты, зато призывает спокойно и уверенно решать житейские задачи и преодолевать трудности. Чаще всего именно такие качества и находят свое отражение в характере этого человека. Имя предполагает отходчивость и добродушие, а потому насмешки не могут озлобить Федора и испортить его характер. С возрастом же его заметность и уравновешенность способны обеспечить ему большое количество друзей. Обычно Федор человек земной и старается все делать аккуратно и основательно. Федор, родившийся в феврале, иногда будет казаться излишне серьезным, но при этом едва ли станет производить впечатление замкнутого человека, поскольку за его спокойствием всегда можно разглядеть добродушие и дружелюбность. Правда, если серьезность Федора будет слишком глубока, друзья могут беззлобно подтрунивать над ним, но отношения между ними от этого не испортятся. Анна. Подходящее имя для девочки в год лошади. Анна. Здоровье этой женщины нельзя назвать крепким.
У нее обычно не очень хорошее зрение. Она часто предрасположена к полноте, поэтому ее преследуют болезни суставов и плоскостопие. Анне, родившейся в феврале, необходимо много свежего воздуха, длительный сон, продолжительные прогулки. Прежде всего, ей подходит жизнь на природе. Эта женщина очень впечатлительна. Она хорошо готовит, но терпеть не может рукодельничать. Год лошади – подходящее имя для девочки Ирина, что означает «мир и покой». Эта женщина – влюбчивая натура, но головы при этом не теряет, всегда стремится сохранить независимость. К выбору мужа подходит основательно, будет преданной, верной женой и пользоваться большим уважением мужа и детей. В замужестве Ирина никогда не подчиняет полностью свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Профессиональная деятельность в ее жизни всегда играет существенную роль. Ирина умеет хорошо готовить, увлекается модными системами воспитания детей. Ирина, родившаяся в январе, сильно подвержена стрессам. У нее рано ухудшается зрение, существует предрасположенность к дерматитам, нарушением функций щитовидной железы. Если в семье умирают дети во младенчестве, девочку, которая родится, называют Анастасия, что означает «возрождающая, воскресшая». Анастасия – это женщина трудолюбивая с детства. Анастасия может стать хорошей актрисой, воспитателем в детском саду, врачом. Ее тонкое душевное устройство располагает людей к доверию, откровенности, помогает быстро устанавливать искренние отношения. Она рано выходит замуж. Завоевать сердце Анастасии нетрудно, так как она чувствительна, ее легко растрогать, ей присуще чувство жалости к людям. Эта женщина обычно выбирает сильного, уверенного в себе мужчину. Анастасия, родившаяся в январе, преданная, заботливая жена, не кокетка, поиски приключений на стороне ее не привлекают. Она хорошая хозяйка, любит украшать дом цветами, изящными вещами, отдает всю себя детям, хорошо ладит со всеми родственниками мужа. Подходящее имя мальчика в год лошади – Иван. Бог милует. Иван. Это имя не так однозначно, как может показаться. По энергетике это имя довольно уравновешено. В нем ощущаются внутренняя сила, незлобивость, основательность. В то же время с самого детства мальчик с таким именем, скорее всего, немало пострадает от всех таких дурных словосочетаний, как Иван Дурак, Ванька Встанька и так далее. Трудно представить, чтобы ребенок мог с пониманием отнестись к подобным насмешкам, а потому и к жизни. В Ване, возможно, достаточно количество обид и конфликтов. В своем стремлении самоутвердиться Иван может изрядно измотать себе нервы, но может и обрести умение ставить себя в любом коллективе, что впоследствии способно послужить ему хорошую службу. У Ивана, родившегося в декабре, может развиться комплекс неполноценности, однако это происходит довольно редко. Впрочем, этот человек может прийти к самому простому способу избежать проблем с самооценкой. Он может осознать выгоду спокойного отношения к насмешкам. Пусть, мол, считают кем угодно, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Серафима. В переводе «змея». В год змеи девочку не нарекают именем Серафима. В противном случае девочка ни с кем не уживется. Известно, что имя дарует ее обладателю часть своей энергии. Она может подарить как хорошие, так и плохие черты характера. Имя Серафима имеет религиозное древнееврейское происхождение. Оно произошло от мужской формы имени Серафим, означающей ангелов, наиболее приближенных к Богу. Серафимы – это шестикрылые ангелы, носители высшего ангельского чина, ангелы, непосредственно окружающие Бога.
В детстве Серафима проявляет себя как любознательный, добрый и ласковый ребенок. Родители и родственники не могут на нее нарадоваться, и в детском саду, и в школе девочку часто ставят пример другим. Она старательна, поэтому быстро становится помощницей по дому и осваивает науку домоводства. Из-за своей природной скромности Серафима может долгое время не проявлять своих способностей. Серафима не отличается крепким здоровьем. Она часто болеет в детстве, будучи также взрослой. У нее слабая нервная система. Она может часто терять сознание. Серафима часто бывает наделена музыкальным талантом. У Серафимы есть способности к ясновидению и прорицанию. Она может стать отличной провидицей, гадалкой и знахаркой. Будучи нежной и ласковой, Серафима легко собирает вокруг себя армию поклонников и обожателей. Среди мужчин найдется мало таких, кто не задумается о браке с Серафимой. Нона – это имя переводится «девятая дочь». Если в семье рождается девятая по счету дочь, ее называют Нона. Имя защищает девочку от ранней смерти, так как обычно девятый ребенок долго не живет. Нона – справедливая, общительная, преданная, но порой слишком требовательна к себе и окружающим. Это натура с твердым характером. Нона надежна, честна, не выносит грубости. Нона уже с малых лет удивляет взрослых не детской серьезностью и упорством. Эта девочка играет, веселится и дурачится намного меньше своих сверстников. Как правило, у Ноны не очень много друзей. В целом, Нону ставят в пример другим детям. Всегда организованная, серьезная, ответственная. Она становится старостой класса или председательницей школьного совета. Другие дети не раз услышат от своих родителей в укор, а вот Ноночка отлично учится и все успевает. Как правило, ее способности лежат в области точных наук или менеджмента. Нона отличная руководительница.